Он ворвался в большую политику, как ураган, ломая все привычные шаблоны. Миллиардер из небоскребов Манхэттена, звезда реалити-шоу и мастер громких заявлений. Дональд Трамп стал тем, кого никто не ожидал увидеть в овальном кабинете. Его лозунг «Сделаем Америку снова великой» разделил нацию пополам. Одни видели в нем спасителя, другие – угрозу демократии. Но как бы ни относились к нему, одно бесспорно – с появлением Трампа политическая карта США изменилась навсегда. История его восхождения – это история смелости, риска и абсолютной веры в себя. Готовы узнать, как он переписал правила игры? Тогда обязательно досмотрите это видео до конца. Дональд Трамп появился на свет в районе Квинс в Нью-Йорке в семье предпринимателя-миллионера, инвестора и застройщика Фреда Трампа. По отцовской линии Трамп имеет немецкие корни, по материнской – шотландские. Мать Мэри была домохозяйкой. Образование будущий президент получил в частной школе Кью Форест в Квинсе, куда был принят в возрасте 5 лет. Затем в Нью-Йоркской военной академии с 59 по 64 годы. Затем он поступил в частный Фордемский университет в Нью-Йорке на курс бизнес-администрирования с 64 по 66 годы, после чего учился в школе финансов и торговли университета штата Пенсильвания, окончив его в 1968 году со степенью бакалавра экономики. После учебы Дональд Трамп начал работать в компании отца, занимаясь модернизацией и арендой жилой недвижимости в Нью-Йорке. В 1971 году он возглавил бизнес, переименовав его в Trump Organization. Компания расширялась. Помимо жилой и коммерческой недвижимости появились проекты гостиниц, курортов, казино и полей для гольфа. К середине 70-х в компании работали около 1000 человек в 60 подразделениях, а ее активы охватили несколько штатов США и Лас-Вегас. В 80-е были построены Гранд Хаятт и башни Трампа, Трамп Тауэр и Трамп Уорлд Тауэр. Trump Organization вела строительство и за границей в Сеуле, Торонто и Дубае. В 1985 году Трамп приобрел поместье Мар-аль-Лаго во Флориде за $8 миллионов и обустроил его, добавив поле для гольфа и теннисный корт. В 80-е он монетизировал бренд Трампа, запустив линию одежды, ювелирных украшений, продуктов и другие проекты. Также владел правами на конкурсы «Мисс США» и «Мисс Вселенная» с 1996 года по 2015, продав их в том же году за $25 миллионов. По некоторым данным, с 1986 по 90-е годы Трамп заработал на недвижимости $375 миллионов. Однако ряд проектов, авиакомпания Трампа, футбольный клуб и другие потерпели неудачу, а к 1989 году его личный долг достиг $900 миллионов, а долг компаний более 8 миллиардов. К 1993 году долги были существенно сокращены. С 2000-х бизнес снова рос, но столкнулся с трудностями во время кризиса 2008 года. В конце 90-х Трамп включился в политику, покинул республиканскую партию и в нулевых баллотировался в президенты от партии реформ, предложив телеведущую Опру Уинфри в качестве вице-президента. Выиграв несколько праймериз, он вышел из гонки. В 2012 году вновь выдвинулся от республиканцев, но снял кандидатуру на начальном этапе. В 2013 году посетил Москву в связи с проведением конкурса «Мисс Вселенная» и анонсировал планы построить там Трамп Тауэр, но проект не реализовали. В 2015 году Трамп вернулся в политику, объявив об участии в президентской кампании 2016 года от республиканской партии. Его лозунг «Сделаем Америку снова великой». В июле 2016 года он стал единым кандидатом от партии. В ходе кампании Трамп обещал расширить производство в США и создать рабочие места, повысить импортные пошлины, наладить отношения с Россией, ограничить миграцию, поставить американских мусульман на учет и выйти из невыгодных международных соглашений. Вице-президентом он предложил стать Майку Пенсу, губернатору Индианы. 8 ноября 2016 года в истории американской политики произошел знаменитый поворот. Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах. Спустя несколько месяцев, 20 января 2017 года, состоялась торжественная церемония инаугурации, ознаменовавшая начало его президентского срока. На западном фасаде Капитолия США под пристальным взглядом тысячи граждан и представителей прессы Трамп принял присягу у председателя Верховного суда
Джона Робертса. Ритуал, скрепляющий переход высшей государственной власти. Главным соперником Трампа на выборах выступила Хиллари Клинтон, кандидат от Демократической партии. Итоги голосования продемонстрировали парадоксальную для многих ситуацию. Клинтон получила большее число голосов избирателей, однако система выборщиков отдала преимущество Трампу. Этот исход породил волну протестов среди сторонников Демократической партии. Многие из них открыто заявляли, что не признают легитимность победы республиканца, а сама фигура нового президента вызывала у них искреннее неприятие. Вскоре после победы Трамп сделал резонансное заявление. Он объявил о намерении отказаться от президентской зарплаты, составляющей $400 тысяч в год. Этот шаг был воспринят как символический жест, подчеркивающий его независимость от традиционных механизмов власти и готовность служить стране без материальной выгоды. Уже в первый день пребывания в Белом доме новый президент приступил к реализации предвыборных обещаний. Одним из первых документов, подписанных в овальном кабинете, стал указ о начале сворачивания и последующей ликвидации программы реформы медицинского страхования Obamacare. Эта инициатива, признанная сделать медицинскую помощь доступнее для малообеспеченных слоев населения, долгие годы оставалась предметом ожесточенных споров и вызывала особое раздражение у консервативных политиков. В течение последующих лет президентства Трампа американская внутренняя и внешняя политика претерпела существенные трансформации. Среди ключевых изменений – ужесточение иммиграционного законодательства, масштабная налоговая реформа, пересмотр участия США в международных организациях и соглашениях. Страна вышла из ЮНЕСКО, Парижского соглашения по климату, Иранской ядерной сделки, договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и договора по открытому небу, а также прекратила финансирование Всемирной организации здравоохранения, подписание торгового соглашения с Китаем, призванного урегулировать многолетний дисбаланс двухсторонней торговли, признание Иерусалима столицей Израиля, налаживание прямого диалога с Северной Кореей. Трамп стал первым действующим президентом США, вступившим в личный контакт с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, что открыло новую страницу в отношениях двух государств. Таким образом, президентство Дональда Трампа ознаменовалось решительными шагами как внутри страны, так и на мировой арене, оставив после себя неоднозначное, но бесспорно яркое наследие. Еще до вступления в должность Дональд Трамп не раз заявлял о своем желании наладить диалог с Россией и даже подружиться с Владимиром Путиным. Его риторика звучала как глоток свежего воздуха. На фоне нарастающего напряжения последних лет президентства Барака Обамы Трамп уверял, сотрудничество с Москвой может стать ключом к решению глобальных проблем, от борьбы с терроризмом до стабилизации Ближнего Востока. Но реальность оказалась куда сложнее красивых слов. Вместо долгожданного потепления отношения между странами продолжали ухудшаться, а президентский срок Трампа превратился в арену ожесточенной борьбы не только между Вашингтоном и Москвой, но и внутри самой Америки. Несмотря на заявленные намерения, администрация Трампа продолжила курс на ужесточение политики в отношении России. На практике это означало новые пакеты санкций, закрытие российских консульств, конфликты вокруг дипломатической собственности. Казалось, каждый шаг в сторону диалога тут же сопровождался встречным ударом. Напряжение достигло апогея из-за череды громких скандалов, которые разгорались один за другим. Досье Стила. В начале 2017 года ресурс BuzzFeed опубликовал так называемое «Досье Стила», документ, подготовленный бывшим сотрудником британской разведки Ми-6 Кристофером Стилом и компанией Fusion GPS. В нем содержались шокирующие утверждения о якобы существующих связях Трампа и его окружения с российскими спецслужбами, о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы 2016 года, даже о компрометирующих материалах на самого Трампа, включая неподтвержденное утверждение о секс-видео, якобы снятое в московском отеле в 2013 году. Реакция последовала мгновенно. Разведка США позже заявила, что с высокой долей вероятности считает, президент РФ Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы. В Кремле же назвали обвинения из доклада Стила пустыми и неподтвержденными. Расследование Роберта Мюллера. С 2017 по 2019 год спецпрокурор Роберт Мюллер
вел масштабное расследование о предполагаемом сговоре Трампа с Россией. Итоги оказались неоднозначными. Доказательств прямого сговора президента или его штаба с Москвой найдено не было, но факт вмешательства России в выборы был подтвержден. При этом расследование привело к реальным последствиям. Экс-глава предвыборного штаба Пол Манфорд был осужден на более чем 7 лет тюрьмы. В ответ на годы обвинений Трамп в 2022 году подал в суд на Хиллари Клинтон и ряд демократов, обвинив их в фальсификации выборов через кампанию по дискредитации его связей с Россией. Он называл досье Стила фейком и утверждал, что именно демократы пытались подорвать доверие к выборам. Выборы 2020 года Трамп проиграл Джо Байдену, но долго не признавал поражения. Он подавал иски в суд, пытаясь испортить результаты голосования, вплоть до Верховного суда США, который в итоге отклонил его претензии. В ноябре 2025 года прокуратура штата Джорджия прекратила расследование против Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года. Прокурор Питер Скандалакис объяснил это сложностью правовых вопросов, от конституционных норм до проблем с доступом к федеральным документам. Так завершился один из самых драматических эпизодов в истории американо-российских отношений. Президентство Трампа стало временем противоречий. Громкие заявления о желании сближения соседствовали с жестокими санкциями, а взаимные обвинения и расследования затмили любые попытки диалога. И хотя некоторые главы этой истории уже закрыты, эхо тех событий продолжает звучать и, вероятно, будет звучать еще долго. В 2022 году Трамп громко объявил, он снова в игре и намерен снова сделать Америку великой. Предвыборная гонка получилась насыщенной. Яркие дебаты с Джо Байденом в июне 24-го еще до официального выдвижения. Трамп и Байден, не стесняясь в выражениях, называли друг друга худшим президентом. По мнению 67% зрителей, верх взял Трамп. Далее Байден снимает свою кандидатуру, и демократы выдвигают Камалу Харрис. Новые дебаты, и на этот раз соперница оказалась серьезнее. По экспресс-опросу CNN Харрис выглядела убедительнее, но на выборах 5 ноября Трамп все же взял верх. 312 голосов выборщиков против 226 у Харрис. В день инаугурации 20 января 2025 года Трамп пообещал начать золотой век Америки и остановить войны во всем мире. Едва заняв овальный кабинет, Трамп начал действовать жестко и быстро. Отменил 78 поручений Байдена и подписал около 200 указов. Самые громкие из них – режим ЧП на границе с Мексикой, повторный выход из Парижского соглашения по климату, помилование 1500 участников штурма Капитолия, отсрочка запрета TikTok, приостановка помощи другим странам, выход из Всемирной организации здравоохранения. Созданный Трампом Департамент эффективности под руководством Илона Маска обещал сократить расходы, но вместо этого наделал ошибок. Например, по вине ведомства без работы остались сотни сотрудников ядерного ведомства. Уже к маю 25-го Маск покинул пост главы департамента. Проект захлебнулся в критике. Тарифные войны. Трамп объявил о взимании тарифах для 180 стран, а позже ввел пошлины на товары из 65 государств ЕС. Одни увидели в этом защиту экономики, другие – путь к торговой войне. Конфликт с Маском. Миллиардер резко раскритиковал бюджетный законопроект Трампа, назвал его отвратительной мерзостью. Президент не оставался в долгу. Также второй срок Трампа ознаменовался такими событиями, как самый долгий шатдаун в истории США, премия мира от FIFA. В декабре 2025 года Джанни Инфантино наградил Трампа за исключительные действия ради мира после того, как тот не получил Нобелевскую премию. Реакция была смешанной. Кто-то аплодировал, а кто-то усмехался. Совет мира для Газы. В начале 2026 года Трамп возглавил международный орган по стабилизации региона. В команду вошли госсекретарь Марко Рубио, экс-премьер Британии Тони Блэр, зять президента Джаред Кушнер и другие влиятельные фигуры. Цель – превратить Газу в зону инвестиций и стабильности. Как итог, второй срок Трампа стал эпохой резких решений, громких конфликтов и смелых амбиций. Он не боялся ломать шаблоны и потому вызывал одновременно восхищение и негодование. Одни видели в нем спасителя Америки, другие его главного возмутителя спокойствия. Вскоре после вступления в должность Трамп активизировал диалог с Россией. Это было частью его предвыборного обещания. Телефонный разговор с Путиным состоялся 12 февраля 2025 года. Это был первый официальный контакт лидеров после начала войны России и Украины и длился 1,5 часа.
Обсуждали ситуацию на Украине, двухсторонние отношения и обмен заключенными, ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу. 15 августа того же года состоялся саммит на Аляске. Первая за 4 года встреча президентов длилась почти 3 часа. Путин подчеркнул заинтересованность Москвы в прекращении боевых действий, но обозначили условия: устранение первопричин кризиса, учет озабоченности России и восстановление баланса безопасности в Европе. Трамп назвал встречу очень продуктивной и отметил существенный прогресс, но признал, полного понимания достичь не удалось, сделки нет. Уже 16 октября того же года состоялся новый телефонный разговор. Трамп назвал конфликт самым трудным для разрешения из всех миротворческих инициатив США. Обсуждали возможность следующей встречи. 19 ноября 2025 года Axios сообщила о 28 пунктах мирного плана США. Трамп призвал Зеленского поторопиться, так как зима будет холодной. Конец ноября. Министр армии США Дэниел Дрискл провел переговоры с обеими сторонами. 2 декабря спецпосланник Стивен Уитков и Джаред Кушнер прибыл в Москву. Переговоры с Путиным длились 5 часов, обсуждали американские документы по урегулированию. После переговоров с Трампом Зеленский заявил, что готов обсуждать вопросы территорий только с Путиным. Ранее американский президент утверждал, что конфликт можно завершить сразу, если Украина откажется от претензий на Крым и планов вступить в НАТО. Как итог, несмотря на интенсивную дипломатию, телефонные разговоры, саммит, многосторонние переговоры и разработку мирного плана, прорывных договоренностей достичь не удалось. Позиции сторон оставались жесткими, а процесс балансировал между осторожным оптимизмом и явными противоречиями. Операция «Абсолютная решимость в Венесуэле». В 2025 году США активизировали действия против наркокартелей в регионе. Август 2025 года. К берегам Венесуэлы направлены 3 эсминца в рамках борьбы с наркотрафиком. В сентябре-ноябре того же года США нанесли серию ударов по венесуэльским кораблям в международных водах, ссылаясь на их причастность к наркоторговле. Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН 12 ноября 2025 года. В Карибский бассейн вошел авианосец USS Джеральд Форд и еще 8 кораблей ВМС США. Объявлена операция «Южное копье» против наркокартелей. 3 января 2026 года США атаковали 11 объектов в Венесуэле, включая здание парламента в Каракасе. Над городом заметили вертолеты армии США. Трамп объявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес задержаны спецназом Дельта и доставлены на десантный корабль. Им предъявлены обвинения в наркотерроризме, контрабанде наркотиков и хранении оружием. А уже 5 января 2026 года прошло первое заседание по делу Мадуро и Флорес в Нью-Йорке. Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до юридически правильной смены власти. После победы на выборах 2024 года Трамп вернулся к идее покупки Гренландии. 7 января 2025 года на пресс-конференции Трамп не исключил военного или экономического давления для получения контроля над островом. В декабре того же года спецпосланником по Гренландии назначен губернатор Луизианы Джефф Лендри. В январе 26 года Франция, Германия, Швеция и Норвегия направили военных в Гренландию. В ответ на это Трамп пригрозил пошлинами противникам США. 21 января 26 года на форуме в Давосе Трамп заявил, что не будет применять военную силу, а настаивает на переговорах. Позже отменил планы по пошлинам, сославшись на продуктивную встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. 28 февраля 26 года началась масштабная операция «Эпическая ярость против Ирана». Израиль и США нанесли удары по ядерным и ракетным объектам Ирана. Трамп подтвердил участие США, назвав целью предотвращения создания ядерного оружия. Иран ответил массированным запуском ракет и беспилотников по военным базам и объектам США в соседних странах. Ночью на 1 марта 2026 года Трамп объявил о смерти верховного лидера Али Хаминеи. Тегеран подтвердил это утром. Уже 1 марта Трамп заявил, что новое руководство Ирана запросило переговоры, но секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани опроверг это в соцсети X. 2 марта Трамп назвал операцию последним шансом остановить угрозу со стороны Ирана. Заявил, что она продлится 4-5 недель, но США готовы действовать дольше. Во время кампании 2024 года Трамп обещал рассекретить материалы дела Джеффри Эпштейна, финансиста, осужденного за торговлю людьми и покончившего с собой в 2019 году. Однако в начале второго срока назвал дело скучным, обвинив демократов в манипуляциях. Что известно о связи Трампа с Эпштейном?
В 2000-х Трамп называл Эпштейна потрясающим парнем, но позже утверждал, что не общался с ним 15 лет. Одна из жертв, Вирджиния Джуфре, заявляла, что работала в спа-салоне клуба Трампа и видела его, но не замечала непристойного поведения. В файлах Эпштейна фигурирует Мар-аль-Лаго, курорт Трампа. В декабре 2025 года, после выхода части документов с сайта, Минюста удалили 16 файлов, включая фото с Трампом, Эпштейном и Гислейн Максвелл. Позже фото вернули, объяснив удаление чрезмерной предосторожностью. Как итог, второй срок Трампа ознаменовался резкими внешнеполитическими шагами от силового вмешательства в Венесуэле до масштабной операции против Ирана. Параллельно сохранялась напряженность вокруг Гренландии, а внутри страны споры о файлах Эпштейна, где имя президента упоминалось, хотя прямых доказательств его причастности к преступлениям не нашли. С 1997 по 2016 год Трамп удерживал место в первой половине рейтинга Forbes 400. После избрания президентом он стал терять позиции. В 2021 году он впервые не попал в список богатейших людей США из-за сокращения своего состояния на фоне пандемии. При составлении рейтинга журнал оценил его состояние в $2,5 миллиарда. Для того, чтобы попасть в список, ему не хватило 400 миллионов. В феврале 2024 года издание Forbes оценило состояние Трампа в 2,6 миллиарда. К марту 2026 года состояние Трампа, по данным Forbes, выросло до $6,5 миллиарда. Трамп женат, состоит в третьем браке. С 1977 по 1992 год его женой была бывшая чехословацкая лыжница и фотомодель Ивана Зельничкова, от которой у него родились 3 детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик. В июле 2022 года Трамп сообщил о смерти Иваны. Он назвал ее чудесной и удивительной женщиной, которая прожила прекрасную и вдохновенную жизнь. Иване Трамп было 73 года. В 1993 году Трамп женился на актрисе и продюсере Марли Мейплс. У пары родилась дочь Тиффани. В 1999 году они развелись. В 2005 году Трамп женился на уроженке Словении модели Мелании Кнаус, которая на 24 года младше него. У пары есть общий сын Бэрон. В ноябре 2020 года британский таблоид Daily Mail сообщил, что Мелания Трамп намерена развестись с мужем, но пара до сих пор вместе. У Трампа 5 детей. Дональд-младший, предприниматель, окончил Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете, разведен, у него 5 детей от бывшей жены модели Ванессы Хайден. Иванка, бизнесвумен, работала фотомоделью, окончила Пенсильванский университет со степенью бакалавра в области экономики. Замужем за Джаредом Кушнером, у пары 3 детей. Эрик, предприниматель, окончил Джорджтаунский университет по специальности финансы и менеджмент, исполнительный вице-президент в компании отца The Trump Organization. Женат на телепродюсере Ларри Юнаске, у них 2 детей. Тиффани, модель, певица, социолог, окончила Пенсильванский университет, где изучала социологию и урбанистику. После этого училась в школе права Джорджтаунского университета, работала там же научным ассистентом. В 2022 году вышла замуж за миллиардера Майкла Булласа. В мае 25-го у них родился сын Александр Трамп Буллас Бэрон. Для получения степени бакалавра Бэрон выбрал Нью-Йоркский университет, где он учится в школе бизнеса. По данным СМИ, юноша живет за пределами кампуса, занимает должность советника в сфере новейших технологий в Белом доме у своего отца. Также у Трампа 11 внуков. Иванка Трамп участвовала в предвыборной кампании отца в 2016 году. Позднее работала советником на общественных началах в администрации 45-го президента США. Ее муж Джаред Кушнер занимал должность старшего советника в администрации Трампа. В 2018 году The New York Times обвинила его в неуплате налога на прибыль, либо в отчислении недостаточных сумм в течение нескольких лет. В ноябре 2022 года таблоид The New York Post сообщил, что Трамп предлагал Иванке и Кушнеру присоединиться к предвыборной кампании на выборах 2024 года. Оба отказались, сославшись на негативный опыт работы в Вашингтоне. Позже Иванка лично подтвердила нежелание сотрудничать с отцом. Дональд Трамп-младший работал советником отца во время избирательной кампании 2016 года. В 2017 году The New York Times опубликовала материал о его встрече в Трамп Тауэр с Натальей Весельницкой, адвокатом из России, которую издание связывало с Кремлем. Встреча состоялась уже после того, как Трамп-старший стал кандидатом в президенты от республиканцев. Помимо Трампа-младшего, на встрече присутствовал Пол Манафорт, глава предвыборной кампании, и Джаред Кушнер. По данным издания,
Трампа-младшего заинтересовало предложение о предоставлении компромата на Хиллари Клинтон. Сам он это подтвердил в официальном заявлении. Эрик Трамп выступал советником в предвыборной кампании отца и занимался сбором средств. Вместе с женой Ларой ездил по стране и выступал на митингах в поддержку Трампа.